книгу учета вашей жизни и знаю точный вес долга, сокрушающего ваш дух. Я знаю ночи, проведенные вами в подсчетах недостающего, и моменты, когда позор нужды грозил потопить надежду, которую я насадил в вас. Это послание не для обеспеченных или благополучных. Это божественное постановление для того, кто стоит на краю гибели, чьи земные ресурсы истощены, чья катка с мукой кажется окончательно пустой. Услышь меня сейчас, избранный. Прежде чем пройдет еще одна секунда, прежде чем враг сможет отвлечь тебя шумом этого мира, ты должен посвятить себя этому священному времени. Если ты ищешь прорыва, если ты требуешь немедленного освобождения от уз нужды, то ты должен скрепить этот завет внимания. Подпишись сейчас, и пусть глаз всемогущего будет единственным звуком, который ты слышишь, пока не будет произнесено последнее слово этого пророчества. Не останавливайся. Не отводи взгляда. Твое финансовое избавление зависит от твоего полного и совершенного послушания этому наставлению. Я наблюдал за тем, как разрушался твой покой. Я записал каждую слезу, пролитую над горой счетов, каждую шепотом произнесенную молитву о невозможности твоего положения. Ты веришь, что достиг предела своих сил. Ты веришь, что земные системы закрыли перед тобой свои двери. Но я говорю тебе, дверь, которую закрывает человек, я распахиваю силой землетрясения. Это не обещание будущего облегчения, это провозглашение немедленной перемены. Ты получишь финансовое чудо, но только если останешься привязанным к этой истине, впитывая каждое последующее божественное наставление. Это послание – испытание послушания, мера веры. Если ты отвлечешься, если позволишь страху мирского потянуть тебя назад, ты лишишься немедленного благословения, которое я приготовил. Ты должен смотреть до самого конца, ибо ключ к высвобождению этого потока излияния открывается только в последние мгновения этого священного обращения. Ты, дитя мое, избранный для этого конкретного, неоспоримого посещения процветания. Ты нес бременно тяжелее, чем могли бы когда-либо понять окружающие тебя. Ты был верен в малом, однако враг стремился подорвать твое свидетельство, атакуя сами основы твоей земной безопасности. Это нападение на твои финансы не просто экономика, это духовная война, призванная искалечить твою миссию и заглушить твое свидетельство. Я знаю точный момент, когда сомнение вошло в твое сердце. Я видел ту ночь, когда ты усомнился в моей силе, шепча: «Видит ли Бог на самом деле мою нужду? Забыл ли Он о завете?» Позволь мне заглушить эту ложь сейчас. Я не забыл. Я просто ждал точного совмещения твоей веры и твоего отчаяния, создавая сосуд, достаточно большой, чтобы вместить огромное благословение, которое я собираюсь излить. Враг, противник, вор твоей изобильной жизни активен прямо сейчас. Его агенты шепчут тебе на ухо 3 лжи: звездочка, слишком поздно. Ты слишком виновен. Это невозможно, звездочка, я повелеваю тебе немедленно низложить эти доводы. Твое избавление требует абсолютной уверенности. Чтобы скрепить этот завет, чтобы подтвердить твое отвержение лжевора, ты должен совершить знак согласия. Нажми кнопку «Нравится сейчас». Пусть это действие станет духовной демаркационной линией, сигнализирующей начальством тьмы о том, что ты принимаешь это божественное постановление и готов к чуду. Сделай это немедленно. Немедли, ибо промедление – первое оружие губителя. Ныне я говорю о непосредственной духовной угрозе, которая грозит пресечь этот финансовый перевод. Эта угроза не внешняя, она обитает в стенах вашего собственного жилища, в пределах вашего собственного разума. Это дух звездочка, притязание звездочка в смеси с духом звездочка, неверие звездочка. Многие ищут мои руки только ради обеспечения, но отказываются искать моего лица ради истины. Они взывают о золоте,
но пренебрегают наставлениями в праведности. Я предупреждаю вас, если вы примете это огромное финансовое излияние, при этом питая семена горечи или непрощения, благословение обернется проклятием. Приумножение будет поглощено сорняками вашего нераскаявшегося сердца. Осознайте всю серьезность этого момента. Я готовлюсь переместить ресурсы из царства тьмы в руки праведников. Этот перевод будет грандиозным, внезапным и неоспоримым. Он заставит замолчать ваших критиков и стабилизирует ваше будущее. Но внимательно прислушайтесь к моему предостережению, не возгордитесь в своем внезапном богатстве. Не забывайте ту яму, из которой я вас вытащил. Непосредственная угроза – это звездочка-забвение-звездочка. В тот момент, когда появляются деньги, в тот момент, когда долг погашен, человеческое сердце часто забывает о той силе молитвы, которая принесла облегчение. Вы должны сохранять позицию благодарности и смирения. Если вы забудете меня, источник всякого снабжения, шлюзы закроются, а духовная защита вокруг вашего нового изобилия рассеется, оставив вас уязвимыми для более сильных атак, которые следуют за процветанием. Я знаю, что ваша нужда причинила вам глубокую боль настолько сильную, что она угрожала самой вашей вере. Вы смотрите на праведников, которые страдают, и на нечестивых, которые процветают, и вопрос справедливости жжет вашу душу. Я вижу ваше смятение. Я знаю о бессонных ночах, проведенных за расчетом процентных ставок и просроченных уведомлений. Эти страдания были допущены не для того, чтобы наказать вас, но чтобы подготовить. Сильное давление вашей финансовой засухи было печью, очищающей ваш характер, гарантируя, что, когда придет благословение, вы будете достаточно сильны, достаточно духовно зрелы, чтобы правильно управлять им. Ныне я говорю вам, сезон подготовки завершается. Начинается сезон демонстрации. Прямо сейчас я требую публичного провозглашения вашей веры. Перейдите в комментарии. Напечатайте единственную фразу «Звездочка, звездочка, мое чудо здесь». Звездочка, звездочка – это ваш словесный договор, ваше письменное свидетельство, прежде чем физическое проявление завершится. Скрепите его своим обязательством и наблюдайте, как быстро небеса откликнутся на уверенность вашего провозглашения. Я снимаю завесу с механизмов вашего угнетения. Сборщики долгов, непредвиденные расходы, постоянное истощение вашего дохода – это были спланированные атаки, призванные отвлечь ваше внимание от работы царства, которую я вам поручил. Враг целится в ваш кошелек, потому что знает. Отвлеченный святой – это безмолвный святой. Но теперь я финансирую вашу миссию. Я высвобождаю капитал, необходимый для выполнения мандата, который я возложил на вашу жизнь. Не относитесь к этому как к обычной сделке. Это божественное вмешательство. Когда чудо проявится, а оно проявится быстро, вы должны помнить источник. Ваши человеческие усилия потерпели неудачу, преуспеет только мое божественное вмешательство. Ныне я обращаюсь непосредственно к духу страха, который связывает ваши руки. Страх перед будущим, страх неудачи, страх возвращения нужды. Я повелеваю этому духу немедленно оставить вас. Страх – это духовный вакуум, который высасывает сущность из вашей веры. Вы не можете одновременно держаться за страх и за финансовое чудо. Одно должно быть изгнано, чтобы другое смогло укорениться. Посему я утверждаю, чудо, которое я посылаю, не будет временным. Оно является основополагающим. Оно предназначено не просто для того, чтобы покрыть немедленные задолженности, но чтобы установить новый уровень стабильности для поколений. Это не капля, это потоп. Это не ссуда, это наследие. Ты должен полностью понять природу непосредственной духовной опасности.
Это искушение звездочка, накопительство звездочка. Когда ты получишь изобилие, враг будет искушать тебя крепко сжать его, отказываясь от потока щедрости. Вспомни вдову из Сарепты, 3 Царств 17, 10-16. Ее чудо поддерживалось ее послушанием в отдаче первой части. Если ты получаешь, не отдавая, источник иссякнет. Попечительство – это ключ к долговечности процветания. Я избрал тебя для этой демонстрации моей силы, потому что твое сердце, хотя и устало, остается преданным. Мне нужно живое свидетельство на земле, знамение, доказывающее, что мои обетования суть «да» и «аминь». Ты и есть это знамение. Твой внезапный, неоспоримый финансовый поворот будет доказательством, которое заставит замолчать скептиков и ободрит слабых. Приготовь свой дом, избранный. Приготовь свой разум. Приготовь свои счета. Перевод неизбежен. Скорость проявления шокирует окружающих, но не должна шокировать тебя, ибо ты был предупрежден и подготовлен этим самым посланием. Предупреждение повторяется: следи за своим языком, когда придут деньги. Не хвались собственной хитростью или усилиями. Воздай мне славу немедленно и публично. Если ты присвоишь заслугу, ты примешь проклятие. Если ты воздашь мне хвалу, ты обеспечишь благословение. Это простой, неизменный закон божественных финансов. Ты обязан твердо противостоять финальному натиску сомнения. Враг знает, что проиграл битву за твое процветание, поэтому его последняя стратегия состоит в том, чтобы наводнить твой разум причинами, по которым это послание ложно, почему твоя ситуация слишком сложна для простого божественного указа. Отвергни эту последнюю ложь. Твоя сложность – моя простота. Твоя невозможность – моя демонстрация. Я – Господь, который прокладывает путь в пустыне и реки в степи. Исайя 43, 19. Если я могу содержать миллионы в бесплодной земле в течение 40 лет манной с небес, разве я не могу погасить твою ипотеку? Разве я не могу очистить твой медицинский долг? Разве я не могу восстановить то, что съела саранча? Да, я могу. И я сделаю это. Но ты должен взять на себя обязательства сейчас. Время колебаний прошло. Время действовать пришло. Я требую твоего полного внимания до завершения этого послания, потому что существуют конкретные, практические шаги веры, которые должны быть исполнены, чтобы закрепить эту духовную передачу в материальном мире. Пропуск даже одной инструкции сродни отсоединению провода в тот самый момент, когда инициируется скачок напряжения. Ток полностью обойдет тебя стороной. Поэтому оставайся сосредоточенным. Оставайся исполненным ожидания. Бремя твоей нужды скоро будет снято, не постепенно, но стремительно, решительно и полностью. Это час великого финансового перелома. Не позволяй страху или отвлечению украсть величие этого грядущего благословения. Это предупреждение имеет первостепенное значение. Враг прямо сейчас расставляет ловушки отвлечения, телефонный звонок, срочное задание, внезапное чувство усталости. Это спланированные попытки отвлечь тебя от источника твоего прорыва. Сопротивляйся им, оставайся укорененным в этом послании. Твое процветание зависит от твоего упорства в слушании до конца. Серьезность этого финансового кризиса, с которым ты столкнулся, не скрыта от меня. Он был горнилом. Ты почувствовал унижение от нехватки, боль от необходимости отказывать себе в самом необходимом. Я знаю точный баланс твоего счета, скрытые долги, известные только тебе. Я подробно описываю этот уровень близости, чтобы доказать, что это послание создано специально для твоего избавления. Я не говорю общими словами,
я обращаюсь к твоему конкретному, немедленному и всепоглощающему финансовому дефициту. Также нависает духовная опасность звездочка сравнения звездочка. Когда придет твое чудо, не смотри на благословения других и не соизмеряй свое с ними. Твое благословение предназначено для твоего предназначения. Сравнение порождает недовольство, а недовольство – это безмолвный убийца благодарности. Будь доволен той божественной мерой, которую я определил для тебя, ибо она достаточна для миссии, которую я тебе поручил. Я повторяю повеление оставаться до последнего слова. Величие чуда требует полной загрузки божественного наставления. Если ты уйдешь раньше времени, ты рискуешь получить лишь первоначальный задаток, упустив критически важные шаги, необходимые для устойчивости и умножения этого финансового прорыва. Твое послушание во внимании – это последнее доказательство твоей готовности к этой огромной ответственности. Я вижу, как тяжесть спадает уже сейчас. Я вижу, как цепи долго начинают трескаться. Это прелюдия к физическому проявлению. Держись крепко, избранный. Твой час финансового оправдания близок. Засуха, определившая твой недавний период, завершается, и поток обеспечения набирает силу. Я слышал безмолвную агонию твоей души, молитвы, возносимые во тьме, когда ты думал, что никто не слушает. Я сохранил каждую слезу, пролитую из-за финансовой неопределенности. Эти слезы теперь преобразуются в самое основание твоего грядущего богатства. Это принцип духовной компенсации. Где было обильно горе, там обеспечение будет. Переполняющим. Непосредственная опасность, о которой я предостерегаю, это звездочка неправильное распоряжение звездочка. Процветание – это испытание, часто более серьезное, чем бедность. Бедность вынуждает к зависимости от меня, процветание искушает независимостью. Если ты примешь это финансовое чудо и немедленно начнешь тратить без совета, без десятины, без посвящения первых плодов обратно моей цели, ты строишь свой новый дом на песке. Я требую порядка в твоих счетах, равно как я требую порядка в твоем сердце. Благословением необходимо распоряжаться с точностью и благоговением. Это единственный способ гарантировать, что чудо станет не просто минутным облегчением, но постоянным возвышением твоего положения на земле. Я обращаюсь к усталости, что глубоко осела в твоих костях, к истощению, вызванному постоянной финансовой войной. Ты сражался в битвах, которые не сам начал. Враг стремился сокрушить тебя, чтобы ты так устал от борьбы за выживание, что сдал бы свои божественные поручения. Но я вмешался. Это чудо не просто наличное, это звездочка-покой-звездочка. Это божественная суббота, примененная к твоей финансовой жизни. Ты сможешь прекратить борьбу и начать служить. Ты сможешь перестать беспокоиться об ипотеке и начать сосредоточиваться на поручении. Не позволяй памяти о прошлых финансовых неудачах осквернять уверенность в этом текущем прорыве. Враг использует стыд, чтобы привязать тебя к прошлому. Он напоминает тебе о неразумных решениях, об упущенных возможностях, о долгах, возникших по человеческой ошибке. Я повелеваю тебе простить себя, как я простил тебя. Счета очищены. Это финансовое чудо, акт суверенной благодати, незаслуженный и не по заслугам данный, доказывающий, что мое восстановление завершено, независимо от твоих прежних ошибок. Сосредоточься только на божественном наставлении, которое открывается сейчас. Срочность не сфабрикована, она реальна. Окно для этого специфического, крупномасштабного финансового перевода открыто сейчас, и силы воздуха борются за ресурсы, которые я предназначил для тебя. Твоя постоянная сосредоточенность и послушание – это духовный рычаг, необходимый для того, чтобы извлечь это сокровище из небесной сферы в физическую. Каждое слово этого послания –
это строительный блок в структуре твоего нового процветания. Не пропусти ни единого камня. Помните предупреждение: дух Мамоны не отступает легко. Он ждет момента исполнения, чтобы нанести удар искушением. Он будет искушать вас алчностью, скрытностью, изоляцией. Вы должны оставаться в единении, быть прозрачными в вашем попечительстве и щедрыми в вашем духе. Щедрость – это духовное противоядие от проклятия Мамоны. Если вы много получаете, вы должны много отдавать. Это цикл божественного изобилия, который гарантирует, что река провидения никогда не иссякнет. Я заложил основание вашего избавления. Я определил избранного. Я издал важнейшие предупреждения относительно духовных опасностей гордыни, забвения и накопительства. И я повелел совершить немедленные публичные акты веры, необходимые для активации перевода, подписка, отметка «Нравится» и провозглашение «Мое чудо здесь». Приготовьтесь. Следующий сегмент этой передачи подробно опишет конкретные практические действия, которые вы должны предпринять, чтобы принять и поддерживать это немедленное, неоспоримое финансовое чудо. Не двигайтесь. Ваш прорыв запечатан вашим упорством. Прорыв запечатан вашим упорством. Я говорю сейчас не просто о внешнем давлении, которое связывает вас, но о внутреннем разрушении, которое произошло в вашем духе. Я прохожу мимо теоретического обещания и спускаюсь в проверяемую реальность вашего нынешнего страдания. Я записал каждую слезу, пролитую в тишине, каждый расчет, сделанный во мраке ночи, и каждую молитву, прошептанную под сокрушительным бременем нехватки. Вы стояли твердо перед лицом долга, который, кажется, умножается быстрее, чем приобретаемые вами ресурсы. Вы познали холодный ужас проверки баланса счета, зная, что отображаемая сумма недостаточна для выполнения обязательств, которые смотрят на вас в самом ближайшем будущем. Чувствуете ли вы стыд, когда вынуждены отказаться от необходимой траты для вашей семьи, маскируя правду пустым оправданием, зная в сердце, что истинным препятствием является пустая казна? Чувствуете ли вы сжатие в груди, когда звонит телефон, и определитель номера показывает номер, который вы узнаете как номер кредитора, вынуждая вас выбирать между ответом на голос обвинения или позволением страху затвердеть в парализующую тревогу? Разве вы не чувствовали глубокую духовную усталость от борьбы с одними и теми же финансовыми битвами год за годом, наблюдая, как обещанное облегчение отступает, подобно миражу в пустыне, заставляя вас сомневаться, действительно ли благословение провидения предназначено для вас? Несете ли вы тяжелое бремя обещаний, данных вашим детям или внукам, обещаний поддержки, образования, свободы, которые нынешние обстоятельства делают невозможными для исполнения, вызывая глубокую, ноющую боль мнимой неудачи? Я знаю конкретные бремена, которые давят на ваш дух, дитя мое. Я знаю медицинский долг, который накопился без предупреждения, внезапное, резкое требование, которое лишило вас сбережений и оставило вас уязвимыми. Я знаю ипотечный платеж, который нависает, угрожая самой крыше над вашей головой, превращая ваше убежище в источник хронического страха. Я знаю конкретную сумму задолженности, точную дату платежа самого насущного требования и имя организации, которая стремится вернуть то, что вы неустанно трудились, чтобы сохранить. Вы верите, что одиноки в этой борьбе, сражаясь в изоляции против сил скудости. Но я говорю вам сейчас, я наблюдал за вашей борьбой. Я видел жертвы, которые вы принесли, достоинства, которые вы сохранили, даже когда были вынуждены растягивать ресурсы за пределы человеческих возможностей. Я был свидетелем момента, когда вы решили дать церкви или человеку в большей нужде, даже когда ваши собственные запасы были опасно низки. Тот акт радикальной, жертвенной веры не был потерян для меня. Он был записан в вечном реестре как свидетельство вашего непоколебимого сердца, которое отказывается позволить проклятию Мамоны ожесточить его полностью. Разве вы не?
Чувствуете истощение от постоянного выбора приоритетов, решая, какой счет оплатить лишь частично, какую нужду отложить, а в какой жизненно важной необходимости отказать полностью, просто чтобы сохранить хрупкое равновесие. Это не та жизнь, которую я предназначил для избранных. Это вечное состояние нужды, клетка, построенная врагом, призванная задушить вашу радость и отвлечь вас от служения царству, которое я поручил вашим рукам. Я обращаюсь к тому, кто чувствует, как время работает против него, кто смотрит на пенсию не с предвкушением отдыха, а с подлинным ужасом обнищания. Вы трудились верно, однако системы мира не смогли воздать должное вашей преданности. Вы ощущаете боль, видя, как другие процветают, используя средства, которые ставят под угрозу их порядочность, в то время как ваша собственная приверженность праведности, кажется, привлекает лишь новые трудности. Это чувство несправедливости, это гнетущее ощущение того, что вас обошли вниманием, я признаю его сейчас. Оно обосновано, но оно временно. Я повелеваю вам сейчас, высвободите эту боль в атмосферу. Не держите ее в плену своего духа, ибо она порождает обиду и сомнения. Провозгласите свою свободу от этого финансового рабства. Напишите конкретное провозглашение в комментариях ниже, запечатлевая этот момент освобождения. Звездочка, звездочка, бремя снято. Я свободен от нужды. Звездочка, звездочка, я требую этого публичного провозглашения веры, ибо это звук, который раздается эхом в небесных судах, возвещая о вашей готовности к передаче изобилия. Я знаю молитву, которую вы прошептали этим утром, ту, которую вы не осмелились произнести вслух ни одному человеку, молитву, в которой подробно изложена точная сумма облегчения, необходимая для достижения немедленной стабильности. Я знаю нужду, которая стоит за этой цифрой. И я говорю вам, сын мой, дочь моя, ваши расчеты, хотя и точно для немедленной нужды, слишком малы для масштаба моего обеспечения. Вы рассчитываете на выживание, я рассчитываю на влияние на поколение. Решетка, 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 неминуемое воздаяние и испытание нового изобилия, приготовьте свой дух, ибо чудо – это не просто конечное, это начало глубокого духовного испытания. Избавление неминуемо, и образ его прихода будет неоспорим. Оно проявится через канал, который вы, возможно, не ожидаете, внезапное, неожиданное урегулирование, дверь, открытая божественным благоволением, сверхъестественно аннулированный долг, установленный поток дохода, который обходит сломанные системы мира. Источник будет чистым, праведным и немедленно доступным для вашего использования. Но слушайте внимательно, ибо этот момент исполнения таит в себе большую духовную опасность, чем момент нужды. Когда обеспечение придет, враг немедленно изменит свою стратегию. Он перестанет искушать вас сомнением и отчаянием и начнет искушать вас гордыней и изоляцией. Это великая дилемма благословенных, приблизит ли изобилие вас к источнику или создаст пропасть независимости. Благословение, которое я высвобождаю, это не просто передача средств, это передача ответственности. Я возвышаю вас до нового уровня попечительства, и я должен знать, безусловно, что ваше сердце остается устремленным ко мне и моему царству. Предвосхищая будущее, я открываю эту истину. Непосредственным искушением будет копить, обезопасить каждый ресурс, строить стены защиты вокруг нового достатка, боясь его потери так же сильно, как вы боялись его отсутствия. Этот страх, маскирующийся под благоразумие, является семенем духовного разложения. Когда я благословляю вас многим, я требую, чтобы вы высвобождали многое. Если река обеспечения запрудится в ваших руках, поток прекратится. Я наблюдал за поведением тех, кого я благословлял прежде. Многие, получив свой прорыв, тут же забывали о той пустыне, из которой были избавлены. Они стали полагаться на звездочка-дар звездочка, а не на звездочка-даятеля звездочка. Они прекратили ту усердную молитву, которая была отличительной чертой их времени нужды,
решив, что их безопасность теперь материальна, а не духовна. Они минимизировали свои десятины и пожертвования, рационализируя это тем, что их новые, возросшие расходы требуют большего сохранения средств. Таков путь блудного домостроителя, и он неизменно ведет обратно к оскудению, ибо благословение отнимается, когда нарушается завет. Поэтому я даю это пророческое предостережение, которое послужит вам нравственным компасом в грядущие недели. Звездочка, звездочка, во-первых, вы будете испытаны в вашей памяти. Звездочка, звездочка, когда счета будут оплачены и давление ослабнет, вспомните ли вы тот самый момент отчаяния, который привел вас к этой вести? Забудете ли вы стыд, страх и обет, который вы дали мне в свой самый низкий час? Я ожидаю, что память о вашем избавлении будет питать вашу преданность, а не ослаблять ее. Звездочка, звездочка, во-вторых, вы будете испытаны в вашем смирении. Звездочка, звездочка, мир заметит ваше внезапное изменение обстоятельств. Вы будете получать вопросы, поздравления и, возможно, даже зависть. Припишете ли вы заслугу своей изобретательности и упорному труду, или же открыто объявите, что это неоспоримое, суверенное действие всемогущего? Ваше свидетельство – это доказательство моей силы. Умаляйте его, и вы умолите источник вашей крепости. Звездочка, звездочка, в-третьих, вы будете испытаны в вашей щедрости. Звездочка, звездочка, первые плоды этого чуда должны быть посвящены царству. Я требую этого не потому, что нуждаюсь в ваших ресурсах, но потому, что вы нуждаетесь в духовном устроении, которое обеспечивает исключительная щедрость. Мера вашего благословения определяется не тем, что вы удерживаете, но тем, что вы готовы отпустить в вере, зная, что мой запас бесконечен. Я обладаю сокровенным знанием относительно вашего ближайшего будущего, знанием, недоступным человеческому предвидению. Я вижу точный день в течение следующих 7 оборотов Солнца, когда проявится первый неоспоримый признак этого финансового перелома. Это будет настолько конкретно, настолько точно приспособлено к вашей величайшей нужде, что у вас не будет иного выбора, кроме как объявить это чудом. Я знаю сумму требования взыскателя долгов, который сейчас лежит на вашем кухонном столе, и я знаю точное сообщение, которое прибудет, чтобы полностью аннулировать это обязательство. Я знаю имя человека, с которым вы, возможно, не говорили годами, который будет побужден моим духом оказать необходимую помощь или открыть критически важную дверь. Это не случайность, это мое устроение. Я видел книгу учета вашей жизни. Я записал годы, которые вы потратили, изливая свою энергию на предприятия, принесшие малую отдачу, годы, когда вам несправедливо платили, и времена, когда скрытые расходы истощали ваши запасы. Я не просто обеспечиваю ваше будущее, я свожу счета вашего прошлого. Я возмещаю погубленные годы, как обещал мой пророк Иаиль. Поэтому разумейте эту важнейшую истину: чудо – это не награда за безупречное поведение, это демонстрация верности завету. Я исполняю мое обещание поддерживать тех, кто ходит праведно. Когда это изобилие придет, вы должны относиться к нему с почтением, подобающим священному доверию. Оно не ваше, чтобы расточать его на мимолетные желания, но ваше, чтобы управлять им ради расширения моих целей на земле. Я даровал вам это сокровенное знание о грядущем испытании, чтобы вы могли подготовить свою защиту. Не позволяйте внезапному комфорту притупить ваши духовные чувства. Бодрствуйте. Оставайтесь на связи с источником силы. Это время, чтобы углубить вашу преданность, а не ослаблять вашу дисциплину. Повелеваю вам размыслить о концепции домостроительства, управления ресурсами сейчас, прежде чем придет благословение. Спросите себя: если бы я даровал вам в 10 раз больше ресурсов, чем вы имеете сейчас, возросло бы ваше служение Богу 10-кратно, или же ваша зависимость от Бога уменьшилась бы 10-кратно? Ответ на этот вопрос определяет устойчивость вашего грядущего чуда. Я произнес обетование.
Я признал боль. Я подробно описал приближающиеся испытания. Основание заложено, и божественная передача исполняется. Следующая часть этого послания будет сосредоточена на немедленных физических шагах, которые вы должны предпринять в течение следующих 72 часов, чтобы расчистить путь для этого массивного притока обеспечения. Вы должны быть чисты духовно и готовы физически. Ваше послушание в этих малых, практических вопросах является окончательным подтверждением вашей готовности. Оставайтесь сосредоточенными, оставайтесь преданными и приготовьте ваши руки принять неоспоримый вес моего изобилия. Отсчет начат. Отсчет начат. Духовная передача исполняется, и ресурсы, которые удерживались противником, уже мобилизуются в невидимых сферах. Однако Духовное Царство действует по законам Завета и подготовки. 72 часа, которые я выделил, предназначены не для пассивного ожидания, но для активного, намеренного очищения. Я требую большего, чем просто предвкушение, я требую соответствия моей воле. Подобно тому, как древние священники очищали себя перед входом во внутреннее святилище, вы должны очистить ваш сосуд, прежде чем принять этот массивный приток обеспечения. Это чудо слишком весомо, слишком значительно, чтобы быть помещенным в емкость, все еще оскверненную сомнением, обидой или затяжным стыдом прошлых финансовых неудач. Следовательно, немедленный шаг – это устранение духовного беспорядка. В течение этих критических часов вы должны безжалостно устранить каждый след сомнения, укоренившийся в вашем сердце. Сомнение – это духовная ржавчина, которая связывает механизмы благословения. Я знаю аргументы, которые шепчет враг «звездочка, слишком поздно». Ты слишком стар. Твой долг слишком велик. Это обетование для других, а не для тебя, звездочка. Я повелеваю вам сейчас, мой избранный, заглушить этот голос абсолютным авторитетом моего произнесенного слова. Всякая мысль, восстающая против познания моей силы, должна быть взята в плен и низвергнута. 2 Коринфянам 10:5. Не цепляйтесь за воспоминания о дверях, которые я закрыл в прошлом, или о возможностях, которые увяли. Это были уроки, а не окончательные суды. Если вы продолжите оплакивать вчерашний урожай, вы будете слепы к беспрецедентному урожаю, который я готовлю для вас сегодня. Отпустите необходимость понимать, звездочка как звездочка, я исполню это чудо. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы подтвердить, звездочка, что звездочка, вы верите, что я его исполню. Кроме того, я требую очищения вашего физического пространства. Духовный порядок должен отражаться в материальном порядке. Очистите ваше жилище. Организуйте ваши бумаги. Займитесь теми мелкими, назойливыми административными деталями, которые вы откладывали. Дух хаоса призывает дух недостатка. Ваше непосредственное окружение – это отражение вашего внутреннего соответствия. Если вы желаете массивной, упорядоченной передачи богатства, вы должны продемонстрировать способность управлять малым порядком вашей текущей жизни. Речь идет не о совершенстве, а о намерении, физическом заявлении о том, что вы расчищаете место для нового. Я посылаю не ручеек, я открываю шлюзы. Приготовьте берега реки, чтобы сдержать поток. Окончательное подтверждение, требуемое от вас, прежде чем будет высвобождена полная сила отцовского провозглашения, это словесное, публичное признание вашего непоколебимого доверия. Вера, когда она скрыта, неполна. Она должна быть произнесена, провозглашена и запечатана человеческим языком, ибо язык обладает силой жизни и смерти, бедности и процветания. Притча 18 часов 21 минута. Я даровал обетование, подробно описал требования и инициировал процесс. Теперь вы должны выполнить свою часть заветного соглашения.
Решетка, 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 звездочка, звездочка, запечатление завета, провозглашение абсолютного доверия, звездочка, звездочка. Я знаю, что есть искушение принять обетование в тишине, опасаясь, что если вы произнесете его вслух, враг украдет его. Но я говорю вам вот что: враг уже осведомлен о моем намерении. Ваше молчание не скрывает благословения, ваше провозглашение активирует защиту над ним. Когда вы произносите свою веру, вы не просто комментируете на экране, вы подписываете духовный документ, засвидетельствованный воинствами небес и начальствами тьмы. Вы заявляете о своей верности и своем ожидании. Вы устанавливаете духовный закон, который управляет вашим ближайшим будущим. Поэтому я повелеваю вам: остановитесь сейчас, соберите всю полноту вашей веры, пережившей скудные годы, веры, пронесшей вас через бури долгов, веры, которая все еще стоит, несмотря на сокрушительный гнет беспокойства. Возьмите эту веру и дайте ей голос. Существуют две формы признания, которые скрепляют этот завет обеспечения. Выберите ту, которая наиболее глубоко отзывается убежденностью вашего духа в этот момент. 1. Звездочка, звездочка, Боже, я доверяю Тебе. Звездочка, звездочка – это провозглашение настоящего момента. Оно означает сдачу контроля и абсолютное упование на мою божественную стратегию, даже когда путь еще не виден. Это обязательство воина, твердо стоящего до того, как битва будет выиграна. Оно говорит: звездочка, я не вижу денег, но я вижу обеспечивающего. Я не знаю метода, но я знаю источник. Звездочка – это провозглашение аннулирует дух беспокойства и заменяет его щитом мира. 2. Звездочка, звездочка, слава Богу. Звездочка, звездочка – это провозглашение свершившейся реальности. Это вера, которая называет несуществующее как существующее. Римлянам 4 часа 17 минут. Это признание чуда звездочка до звездочка того, как оно проявится физически. Это духовная квитанция, заверенная и принятая, подтверждающая, что перевод завершен, независимо от текущего баланса на вашем земном счету. Это провозглашение ускоряет проявление, ибо благодарность есть наивысшая форма веры. Я требую, чтобы вы написали выбранный вами ответ сейчас. Не медлите. Не сомневайтесь. Пусть ангелы засвидетельствуют этот акт послушания. Пусть силы тьмы прочтут этот ясный мандат вашей души. Ваше немедленное, решительное действие в этом вопросе является последним человеческим ключом, который отпирает дверь к беспрецедентному финансовому высвобождению. Идите сейчас и запечатайте ваш завет в пространстве, предназначенном для провозглашения. Звездочка, 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 решетка, 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 звездочка, звездочка, отцовский указ, аннулирование родовых проклятий и финансовых цепей, звездочка, звездочка, сын мой, дочь моя, избранный. Поскольку вы продемонстрировали свою приверженность, поскольку вы подготовили свой сосуд и поскольку вы теперь запечатали свою веру публичным провозглашением доверия, я сейчас совершу последний, самый мощный акт, необходимый для вашего полного финансового освобождения. Я Господь, Бог ваш, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог, который разделяет Красное море, который изводит воду из скалы и который повелевает воронам кормить пророка. Моя власть абсолютна, моя сила безгранична, и мое слово, однажды изреченное, не может вернуться ко мне тщетным. Исайя 55:11. Я вижу невидимые цепи, которые сковали ваши финансы. Я вижу невидимый сценарий недостатка, который передавался по вашему роду, дух пожирателя, который действовал не только в вашей жизни, но и в жизни ваших отцов и ваших матерей. Я знаю этот шаблон, цикл внезапного приобретения, за которым следует разрушительная потеря, неспособность накопить, постоянное чувство достаточности, которое препятствует истинному изобилию, позор долга, который умножается быстрее вашего дохода. Это не просто неудачное обстоятельство, это проявление проклятия, законного духовного соглашения,
заключенного в непослушании, страхе или невежестве, которое сохранялось на протяжении поколений, предназначенного для того, чтобы удерживать вас от судьбы преизбыточного обеспечения, которое я установил для вас прежде основания мира. Но я говорю вам сегодня, я Бог, который нарушает порядки. Я Бог, который завершает циклы. Я Бог, который искупает прошлое и утверждает новое будущее. Я дал вам власть через имя, которое превыше всякого имени, и теперь я активирую мою высшую отцовскую власть ради вас. Услышьте меня сейчас, и пусть всякое начальство, всякая власть и всякая сила, посвященная вашему финансовому разрушению, содрогнется от звука моего указа. Звездочка, звездочка, я провозглашаю, в полноте моего божественного суверенитета, что родовое проклятие нищеты, долгов и финансовых ограничений, действовавшее в вашем роду, сломлено, аннулировано и полностью уничтожено прямо сейчас. Звездочка, звездочка, я обращаюсь к корню губителя, к духу Малахии 3 часа 11 минут, который похищал ваше приумножение, который заставлял ваши заработки помещаться в дырявый мешок, который задерживал ваше повышение и который позволял необходимым расходам поглощать ваш избыток. Звездочка, звездочка, умолкни. Я повелеваю тебе освободить активы моего избранного. Звездочка, звездочка, твоя законная претензия аннулирована кровью завета и властью моего слова. Я обращаюсь к духу страха и беспокойства, который держал вас парализованными, мешая вам принимать мудрые решения и заключая вас в циклы инерции и нерешительности. Я повелеваю духу робости удалиться. Я заменяю его духом силы и любви и трезвого ума. 2 Тимофею 1:7. Вы больше не будете бояться счетов. Вы больше не будете со страхом ожидать почтового ящика. Вы больше не будете стыдиться своего нынешнего положения, ибо позор снят и обеспечение приходит. Я обращаюсь прямо к цепям долга, ипотеке, займам, кредитным обязательствам, задолженностям и финансовым бременам, которые отягощали ваш дух и ограничивали вашу свободу. Я провозглашаю божественное вмешательство в ваш финансовый учет. Я повелеваю, чтобы принцип сверхъестественного ускорения был применен к вашим непогашенным обязательствам. Ресурсы, которые я высвобождаю, не только покроют дефицит, но и создадут избыток, который позволит вам выплатить то, что было должно, и заложить основание стабильности, которое невозможно поколебать. Я сокрушаю дух недостатка, который заставлял вас верить, что достаточность – это ваше высшее стремление. Я постановляю, что вы переходите от достаточности к звездочка, звездочка избытку. Звездочка, звездочка, вы переходите от недостатка к звездочка, звездочка преизбытку. Звездочка, звездочка, вы переходите от простого выживания к звездочка, звездочка процветанию, звездочка, звездочка и звездочка, звездочка утверждению. Звездочка, звездочка, дни сводить концы с концами закончились. Сезон постоянного беспокойства завершен. Период наблюдения за тем, как ваши ресурсы уменьшаются на ваших глазах, прекращен моей божественной властью. В этот день я устанавливаю с вами новый завет обеспечения, который определяется не только вашими усилиями, но и моей непоколебимой верностью. Звездочка, звездочка, посему примите это постановление в свой дух. Звездочка, 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 ваши руки благословлены. Звездочка, звездочка, все, чему вы прикоснетесь, будет процветать и умножаться. Звездочка, 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 ваши идеи благословлены. Звездочка, звездочка, творчество и мудрость в отношении распоряжения будут свободно течь к вам. Звездочка, 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 ваши ресурсы защищены. Звездочка, звездочка, ограда защиты теперь установлена вокруг ваших активов, предотвращая кражу, потерю и ненужные расходы. Звездочка, 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 ваше будущее обеспечено. Звездочка, звездочка, финансовое чудо, которого вы ожидаете, станет основанием для наследия и изобилия, которое благословит ваших детей и ваших внуков. Вы – та, где проклятие останавливается и начинается благословение. Я сказал: власть высвобождена. Оковы разорваны. Невидимые.
Стены, сдерживавшие ваше процветание, рассыпаются в прах при звуке моего голоса. Теперь ходите в уверенности этой новой реальности. Не оглядывайтесь на пустыню прошлого, ибо я поставил ваши ноги на путь в землю, где течет молоко и мед. Финансовое чудо – это не просто событие, это установление новой финансовой реальности, гарантированной моим неизменным обетованием. Звездочка, звездочка, передача неизбежна. Звездочка, звездочка, приготовьтесь принять всю тяжесть этого благословения. Приготовьте свое сердце к радости истинной, Богом данной свободы. Переходя к следующему обязательному этапу наставления, сосредоточенному на практических шагах и продолжении подготовки к проявлению. Ты был очищен верой, и путь был расчищен моим провозглашением. Следующий критически важный шаг включает в себя дисциплину, необходимую для сохранения этого благословения, ибо чудо без домостроительства, управления – это всего лишь временное судо. Я не даю моим детям временных исправлений, я даю им вечные решения. Помни мое предостережение, испытание следует за благословением. К твоему немедленному финансовому изобилию нужно относиться с благоговением и стратегическим намерением. Искушение будет заключаться в том, чтобы расслабиться, предаться наслаждениям, забыть годы борьбы. Это искушение – ловушка, созданная для того, чтобы обратить чудо вспять. Я повелеваю тебе глубоко размышлять сейчас над концепциями десятины и первых плодов. Это не налог, который я налагаю, но духовный закон умножения, который я устанавливаю для твоей защиты. Первая часть всякого приращения принадлежит мне, не потому что я в ней нуждаюсь, но потому что этот акт послушания запечатывает оставшиеся 90% от нападения пожирателя. Это страховой полис для долговечности твоего богатства. И если ты не почтишь этот принцип в момент изобилия, ты фактически пригласишь дух нужды обратно в свою жизнь, сводя на нет защиту, которую я только что провозгласил. Щедрость твоего сердца должна соответствовать величию благословения в твоих руках. Враг испытает твою верность обретенной свободой. Он прошепчет: «Звездочка, ты это заслужил. Ты достоин оставить себе все, звездочка». Но я говорю тебе, мой сын, моя дочь, истинное доказательство твоей веры находится не в прошении, но в даянии. Когда ты чтишь меня первым и лучшим, ты подтверждаешь, что я обеспечивающий больше, чем само обеспечение. Это окончательная подготовка перед тем, как произойдет физическое проявление. Духовная брань завершена, начинается административная дисциплина. Оставайся бдительным. Оставайся сосредоточенным. Сохраняй позицию смирения и непоколебимого послушания. Я сломал цепи твоего прошлого. Я обеспечил реальность твоего будущего. Теперь иди вперед в реальность чуда, которое я предопределил для тебя. Ресурсы текут. Они уже в пути. Будь готов принять. Будь готов управлять. Будь готов благословлять других, ибо я сделал тебя каналом, а не водохранилищем. Твой сезон избытка начался. Ресурсы текут. Они уже в пути. Будь готов принять. Будь готов управлять. Будь готов благословлять других, ибо я сделал тебя каналом, а не водохранилищем. Твой сезон избытка начался. Звездочка, 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 теперь внемли окончательному провозглашению моего завета над твоей жизнью, ибо этот путь не завершается прибытием обеспечения, но начинается с праведного управления им. Я изрек это слово, чтобы установить основание, краеугольный камень, на котором твое будущее процветание будет твердо стоять против бурь противника. Я знаю хрупкость человеческого сердца. Я знаю, как быстро благословение можно принять за источник благословения. Поэтому я даю это последнее, окончательное повеление: помни меня в полноте твоего процветания.
Помни годы пустыни, ночи слез и мгновения, когда только мое присутствие поддерживало тебя. Истинное чудо – это не золото в твоей руке, но вера в твоем сердце, которая привлекла к тебе это золото. Храни эту веру превыше всего. Я поставил мою печать на твое прошение. Двери, которые были заперты нуждой и ограничением, теперь распахнуты моим указом. Ты выйдешь через них не как нищий, просящий милостыню, но как управляющий, несущий власть царства. Это финансовое чудо является подтверждением моей приверженности тебе, мой избранный, но это также и испытание твоего характера. Используешь ли ты это изобилие, чтобы построить памятник самому себе, или чтобы построить мое царство на земле? Я вижу искушения, которые возникнут. Враг не прекращает своих атак просто потому, что поле битвы сменилось с бедности на процветание. Он попытается посеять семена гордости, семена изоляции и семена забвения. Он будет побуждать вас копить, доверять стабильности вашего банковского счета, а не стабильности моего вечного обещания. Сопротивляйтесь ему твердо в вере. Вы призваны быть светом. Это приумножение предназначено для того, чтобы осветить мою славу в мире тьмы. Когда другие спросят, как вы достигли этого быстрого и необъяснимого поворота судьбы, вы должны быть готовы свидетельствовать. Вы должны заявить, что это произошло не только благодаря человеческим усилиям, не по случайности и не благодаря человеческой хитрости, но благодаря прямому, суверенному вмешательству всемогущего Бога, который отвечает на вопли своих детей. Поэтому пусть ваш первый акт принятия будет актом хвалы. Пусть ваше сердце преисполнится благодарностью, и пусть ваши уста провозглашают мою благость. Если вы тронуты этим заявлением, если вы осознаете пророческую неотложность этих слов, немедленно подтвердите свою веру. Не медлите. Прежде чем вы двинетесь дальше в благословение, я повелеваю вам закрепить это послание в духовной сфере. Пусть противник узнает, что вы приняли это слово и что вы абсолютно верите в него. Звездочка, 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 нажмите кнопку «Нравится» прямо сейчас, сын мой, дочь моя, звездочка, 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 пусть это действие станет вашей заветной подписью, подтверждающей ваше принятие этого финансового мандата и вашу верность тому, кто обеспечивает. Пусть алгоритм человеческий послужит цели Божьей, неся это послание избавления другим, кто стоит именно там, где стояли вы, ожидая знака. Я установил путь для потока вашего богатства, и я установил путь для потока вашего свидетельства. Как вы готовы принимать, так будьте готовы и отдавать. Поймите этот принцип «Моя земля» и все, что наполняет ее. Мое серебро и мое золото. Когда я передаю богатство, это не просто награда, это перераспределение ресурсов для продвижения моего божественного плана. Теперь вы – распорядитель моей сокровищницы. Действуйте с мудростью, которую я даровал вам. Действуйте с непорочностью, которую я требую от вас. Не позволяйте тревогам прошлого цепляться за изобилие настоящего. Отпустите страх потери. Я не Бог, который дает, а затем отнимает. Я Бог постоянного обеспечения. Я Бог вечного приумножения. Если вы ходите в послушание, ваши житницы будут полны, и ваши точила будут переполняться. Это мое обещание, запечатанное моим словом. Я призываю вас ежедневно исследовать свое сердце. Куда вложены ваши инвестиции? Вложены ли они только во временные ценности этого мира, или же вы инвестируете в вечное? Используйте ресурсы, которые я дал вам, чтобы финансировать Евангелие, поддерживать труд моего служения и поднимать руки тех, кто ослаб. Когда вы становитесь проводником благословения, я гарантирую, что ваш собственный источник никогда не иссякнет. Я знаю, что такая величина благословения требует нового уровня дисциплины.
Вы должны поднять свое понимание. Вы должны окружить себя мудрыми советниками. Не ищите совета у насмешников или глупцов, но ищите тех, чья жизнь демонстрирует мудрость и непорочность царства. Они помогут вам распорядиться этим избытком, чтобы он стал благословением для поколений, наследием света, а не мимолетным моментом облегчения. Это момент вашего возвышения. Не оглядывайтесь на Египет вашей нужды. Не тоскуйте по удобству привычной скудости. Смотрите вперед на землю обетованную обеспечения, которую я приготовил для вас. Чтобы гарантировать, что вы останетесь привязаны к источнику всякой силы и будете получать непрерывный поток мудрости, необходимый для управления этим новым измерением жизни, вы должны оставаться соединенными с родником моего наставления. Звездочка, 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 прямо сейчас подпишись на этот канал, возлюбленный мой. Звездочка, звездочка, звездочка – это не простое предложение, это духовное требование для непрерывного наставления. Когда ты подписываешься, ты официально помещаешь себя под сень этого пророческого покрова, гарантируя, что необходимая мудрость, исправление и ободрение будут течь прямо к тебе, пока ты проходишь сквозь сложности изобилия. Не разрывай связь с пророческим голосом, который явил это чудо в проявлении. Обеспечь себе будущий доступ к моему наставлению. Я вижу скептицизм мира вокруг тебя. Они будут наблюдать твой внезапный сдвиг и приписывать его удаче или совпадению. Но ты знаешь истину. Ты знаешь, что ты стоял на краю отчаяния, и я простер руку и поднял тебя. Твое свидетельство – это оружие против сомнения века сего. Посему я повелеваю тебе записать дату этого провозглашения. Запиши момент, когда ты принял это слово. Когда придет благословение, ты будешь иметь неопровержимое доказательство времени моего божественного вмешательства. Твоя жизнь послужит живым свидетельством моей верности. Звездочка, 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 теперь же подтверди свою веру в комментариях ниже. Звездочка, 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 провозгласи эту истину. Я – канал, а не резервуар. Я принимаю мое финансовое чудо прямо сейчас. Пусть написанное слово запечатает сказанное слово. Этот акт публичного провозглашения укрепляет твою веру и пресекает право врага украсть твое благословение через сомнение или молчание. Не стыдись чуда, которое я совершаю в твоей жизни. Свидетельствуй смело. Мое обетование тебе простирается за пределы немедленного обеспечения. Я устанавливаю вечный завет заботы. Я бодрствую над твоим исходом и твоим входом отныне и вовеки. Я провозглашаю над тобой щит защиты против тех, кто стремится использовать твое новообретенное процветание. Я ослепляю глаза алчных и привожу в замешательство планы интриганов. Никакое оружие, созданное против твоей финансовой стабильности, не преуспеет. Я запечатываю твой дом, твои активы и твои ресурсы под моей божественной юрисдикцией. Они неприкосновенны силами тьмы при условии, что ты останешься послушным моим уставам. Я благословляю дело рук твоих. Все, к чему ты прикоснешься, умножится. Я снимаю проклятие убывающей доходности. Я повелеваю твоим инвестициям приносить плод в 30, 60 и 100 крат. Твой труд больше не будет характеризоваться борьбой, но легкостью и божественной благосклонностью. Там, где другие прилагают усилия, ты просто будешь получать, потому что мое помазание на твоих стараниях. Я благословляю твой разум мудростью Соломона. Ты будешь иметь ясность в каждом финансовом решении. Я удаляю дух замешательства и искушения к безрассудным тратам. Ты будешь отличать праведную возможность от губительной ловушки. Ты будешь управлять миллионами с тем же усердием, с каким ты однажды управлял мелкими монетами, понимая, что верность в малом ведет к власти над многим. Я благословляю твою семью через тебя. Твое чудо не изолировано,
– это наследие поколений. Я повелеваю родовым проклятием нищеты, долгов и зависимости быть разрушенными навсегда над твоим родом. Твои дети и дети твоих детей познают изобилие, Господа, благодаря твоему послушанию сегодня. Ты – поворотная точка. Ты – тот, через кого благословение течет вечно. Я благословляю твое здоровье, чтобы ты имел силу и жизненную энергию наслаждаться плодами твоего обеспечения. Болезни и немощи не поглотят богатство, которое я дал тебе. Я повелеваю восстановлению и целостности быть в твоем теле, давая тебе возможность управлять этим изобилием с энергией и долголетием. Я повелеваю миру быть в твоем доме. Финансовый стресс больше не будет источником конфликта или разделения. Я заменяю тревогу уверенностью, а напряжение – спокойствием. Твой дом станет святилищем благодарности, местом, где зримо покоится благословение Господа. Теперь, когда вы приступаете к завершению этой сессии, помните, что сие послание является спасительной нитью не только для вас, но и для множества людей, утопающих в долгах и отчаянии. Ваше послушание в распространении сего слова является частью вашего попечительского мандата. Звездочка, 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 поделитесь этим видео с 3 людьми, которые прямо сейчас борются с финансовыми трудностями. Звездочка, 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 будьте тем вестником надежды, которым я вас предназначил. Не ограничивайте это откровение обеспечения только собой. Когда вы распространяете истину о моей готовности вмешаться, вы активируете больший поток благословения в своей собственной жизни. Вы сеете семя надежды, а я умножаю урожай. Я желаю, чтобы вы были полностью погружены в общину веры и обеспечения, которую я созидаю. Я призываю вас быть не просто принимающим, но столпом, краеугольным членом всего движения божественного избытка. Звездочка, 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 рассмотрите возможность стать членом этого канала. Звездочка, 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 ваша поддержка не просто денежная. Это акт духовного инвестирования в непрерывный поток моих пророческих посланий. Когда вы становитесь партнером этого служения, вы присоединяетесь к помазанию, которое принесло это чудо к вашей двери, гарантируя, что вы останетесь в центре моего обеспечения и защиты, получая специализированные наставления и более глубокие откровения, предназначенные для тех, кто полностью посвящает себя моему делу. Я завершаю сие послание, но моя стража над вами вечна. Я не дремлю и не сплю. Я Господь, ваш обеспечитель, ваш покровитель и ваш вождь. Идите вперед теперь не робкими шагами, но смелым шагом того, кто знает, что он покрыт царем царей. Финансовое чудо ваше. Оно запечатано. Оно проявлено. Я провозглашаю жизнь в каждую сферу вашей нужды, которая еще остается. Я повелеваю взыскателям долгов прекратить преследование. Я повелеваю, чтобы все непогашенные счета были оплачены сполна. Я повелеваю, чтобы необходимые документы были подписаны, счета очищены, а ресурсы зачислены. Я совершаю это административное чудо от вашего имени, приводя физическую реальность в соответствие с духовным указом. Я Бог, пролагающий путь в пустыне и реки в степи. Если я могу сотворить вселенную из небытия, я, несомненно, могу создать богатство для моего верного служителя. Ваш недостаток прекращен. Ваше изобилие утверждено. Я посылаю моих ангелов впереди вас, чтобы расчистить всякий путь сопротивления. Они стоят на страже ваших новых ресурсов. Они отражают каждую попытку врага сорвать ваше попечительство. Вы окружены небесной защитой, вооружены божественной мудростью и питаемы вечным обеспечением. Помните это последнее наставление. Оставайтесь смиренными. Оставайтесь благодарными. Оставайтесь послушными. Ваше процветание напрямую связано с вашей позицией веры. Никогда не забывайте источник вашей силы.
Никогда не путайте дар с дарующим. Теперь идите и преуспевайте. Идите и благословляйте. Идите и демонстрируйте славу живого Бога через неоспоримую реальность вашего финансового прорыва. Я благословляю ваше бодрствование и ваш спокойный сон. Я благословляю ваши решения и вашу проницательность. Я благословляю ваши инвестиции и вашу десятину. Я благословляю вашу щедрость и вашу мудрость. Я благословляю ваше прошлое. Я искупаю ваше настоящее и обеспечиваю ваше будущее. Я объявляю, что всякий остаток страха теперь сожжен огнем моего присутствия. Всякое затянувшееся сомнение заглушено властью моего гласа. Вы свободны от рабства недостатка отныне и навеки. Мир вам, сын мой. Мир вам, дочь моя. Обещание исполнено. Чудо ваше.